Друзья, приветствую вас вновь на обзоре оракула черного колдовства Милдред Пейн, знаменитого художника Патрика Валенса. Сегодня у нас с вами 4-я часть. Мы продолжаем изучать персонажей на картах данного оракула. А все, кто хочет поближе познакомиться с самим оракулом изначально и понять, что он из себя представляет, я прошу перейти к 1-й части, где-то здесь появится ссылочка. Но мы с вами продолжаем с 31-й картой. 31-я карта называется «Солнечные танцовщицы». Толпа юных девушек пляшет на лужайке голышом в день солнечного равноденствия. Они беззаботны и мало думают о приближении зимы. О чем эта карта? Первое, что хотелось бы отметить, это нагота девушек. Голая, нагая означает открытость и уязвимость перед внешним миром. Когда ты уязвим, чересчур открыт и наивен, тебя легче схватить и съесть. Не в буквальном смысле, конечно. Общество, как правило, притесняет весьма добродушных и богоугодных людей, считая их слабыми и не от мира сего. Солнце на данной карте как раз и выражает испепеляющее общество и эгоизм. Девушки нежатся под его лучами, но не заметят, как их кожа обгорит и покроется ожогами. От того, что слишком они обнажили свою суть перед жарким солнышком. Сначала солнце греет, потом оно их обжигает. Также и с обществом. Чересчур простодушный человек, свято доверяющий все свои тайны людям, в конце концов может обжечься у непонимания, непринятия и даже предательства определенных людей. Еще одно доказательство наивности девушек на карте: они позволяют держать друг друга за волосы. Обратите внимание, за одну из самых уязвимых частей тела, которую, как правило, девушки склонны защищать. Во время драки, когда женщины сцепляются друг с другом по той же причине, по которой мужчины бьют друг друга по гениталиям, девушки хватают друг друга за волосы, пытаясь причинить сопернице как можно больше боли и выдать как можно больше уязвимой части тела, то есть волос. Карта говорит о том, что человек не видит очевидных вещей. Он склонен идеализировать кого-то или что-то в своем, в кавычках, идеальном мире. Кто-то рядом собирается или вот-вот воткнет нож в спину, а вы пребываете в блаженном неведении. Рядом с положительными картами, однако, может означать беззаботность или воспоминания, которые навеяли на вас старые друзья. Следующая карта, 32-я, и называется она «Могила». Разложившийся труп, лежа в своей могиле, мечтает снова ощутить на себе лучи солнца и присоединиться к солнечным танцовщицам. Вот она карта, да, как продолжение. Первое, что мы видим, это скованность движений персонажа. Кажется, что труп еще жив и что даже он чего-то боится, хотя кожи и органов чувств скелет уже давно не имеет. Все мы, так уж довелось, любим пребывать в зоне собственного комфорта в этой жизни. Боимся сделать шаг навстречу чему-то новому, хотя нам так хочется приключений, новых побед, интересных новых людей рядом. Мы хотим обучиться чему-то новому, однако большинство из нас полжизни, а иногда и всю свою жизнь проводит на скучной работе, в которой не лежит душа, занимается тем, что не нравится, живет рядом с нелюбимым человеком и чувствует себя от этого несчастным. Однако все можно было бы изменить, если бы люди не строили вокруг себя здоровенные ментальные заборы и не загоняли бы себя в рамки. Карта о безысходности бытия, благодаря, в кавычках, самому человеку. Человек хочет одного, заниматься совсем другим, хотя есть возможность встать, отряхнуться и пойти танцевать, встать, отряхнуться и уйти от нелюбимого человека или сменить сферу деятельности. Карта о ловушках, которые по своей воле попадают тысячи людей. Карта самоизоляции от счастья. Если рядом с картой легли положительные карты, то она приобретает светлое значение. Тогда карта говорит о вынужденном отдыхе и времени, посвященном себе любимому для восполнения энергии. Следующая карта – утешение, 33-я карта. Ведьма, вот она у нас на карте, утешает молодую девушку, пытаясь внушить ей, что она красива, несмотря на ее очевидные недостатки. Тем временем 3 вредные девицы обсуждают и смеются над бедной девушкой, выгнав ее из своего общества. Начнем, пожалуй, с девушки и ведьмы. Опять у нас полуголая девушка, которая снова уязвима перед обществом. У нее нет рук, а это значит нет своего мнения. И она может являться хорошей марионеткой в чьих-то чужих руках. Это вечная жертва, которой с детства внушали о ее физическом или моральном уродстве, которая несет этот свой крест всю свою жизнь и привыкла к нападкам и унижению в свой адрес. Она не чувствует себя женственной и притягательной. Шрам на ее сексуальной чакре Сватхистана нам говорит об этом. Именно поэтому мы видим, что утешает ее бесовское отродье. Ведьма, лярва, паразит, питающийся негативом, а не обычный нормальный человек. К людям, которые не любят себя и привыкли жертвить всю свою жизнь, тянутся именно такие гады и паразиты.
сосущие эмоциональные соки, якобы утешая человека. Что же касается 3 девиц, они более социализированы, возможно, это выходцы из хороших семей, они нарядны, молоды и успешны. Однако заметьте, как и бедная девушка, жертва, тоже они не имеют рук. Они не указаны у нас на карте. А это означает, что они точно так же находятся в плену своего собственного зашоренного мышления и являются марионетками, только уже от общества. Что такое марионетка от общества? Да? Именно общество и люди, стереотипы навязывают девушкам свое мышление и видение того, как должен выглядеть успешный человек. И каких канонов придерживаться. Карта о том, что человек не имеет своего мнения, стесняется себя или своей семьи, чувствует себя некрасивым, незначимым, боится общества, является социопатом с расстройством личности или синдромом жертвы. Рядом со светлыми картами это означает быть другим и чувствовать, что это некий особый дар. Следующая карта, 34-я, падающая женщина. Женщина выбросилась из окна и беспомощно падает вниз. Если ничто не воспрепятствует ее падению, она, несомненно, разобьется и умрет. О чем эта карта? Во-первых, мы видим, что человек весь в черном. О чем нам чаще всего говорят черная одежда, атрибуты в картах Таро и в оракулах. Либо о том, что человек затеял нечто нечистое, недоброе, он нечист на руку, его помыслы черны, как ночь. Либо что человек утратил всяческую надежду на свое светлое будущее и этим самым согрешил, так как отчаяние есть один из самых страшных грехов человеческих, что ведет зачастую к самоубийству, что и показано на данной карте. Карта говорит о измождении, о том, что человек устал от этой жизни и не видит выхода в определенной сложившейся ситуации. Рядом с положительными картами необходимо принять ситуацию, так как она нижеспослана свыше, не опускать руки, и карта говорит, что скоро все наладится. 35-я карта, продолжение 34-й, называется она «Спасение падающей женщины» или просто «Спасение». Молитвы падающей женщины были услышаны, 3 крылатых ангела спустились и спасли ее, вернув ее к ней домой, где она будет в целости и сохранности. Здесь у карты все просто, в любом случае у нее будет светлое значение, поддержка человека, вмешательство высших сил, спасение от чего-то, что давно тяготило, а также может обозначать освобождение от кого-либо или от кого-либо, либо от чего-либо, да, либо из мест не столь отдаленных. Возможно, человек сидел в тюрьме и освободился от этого. 36-я карта. Змей. Пугающий змей извивается всем телом и готовится атаковать. Из его хвоста появляется 5 человеческих голов, напоминающих ему о том, что он победил в сражении. Именно этих людей он победил в сражении. Дракон-змей в сказках всегда предстает перед нами в образе злобного и жадного существа, испепеляющего все на своем пути. Драконы всегда не особо умные, но практически всегда кровожадные. Если вспомнить знаменитого персонажа книги Брэма Стокера графа Дракулу, то тот тоже был беспощаден и зол на весь свет, а его фамилия переводится как дракон, как и его прототип Влад Цепиш, бывший легендарным воеводой князем Валахии, он принадлежал к роду драконов, славящихся своим беспощадием и сажающих людей на кол. Данная карта указывает на жестокого правителя, руководителя, держащего в ежовых рукавицах своих подчиненных и страдающего самодурством. Может также говорить о правительстве, о российском правительстве, допустим, да, держащем в страхе и деспотизме свой народ, а также о главе семейства, терроризирующего своих родных и близких. Светлое значение карты говорит о немалых накоплениях, которые удалось собрать клиенту благодаря людям. 37-я карта «Спящий демон». Проработав весь день над усовершенствованием своих заклинаний, уставший демон положил голову на свой рабочий стол и удовлетворенно уснул. Здесь карта может говорить как о обычных мирянинах, обычных людях, так и о магах, колдунах и экстрасенсах, которые заявленными знаниями не обладают. В простом обозначении карта говорит о том, что человек много времени посвящает отдыху, ленится, не заканчивает важные дела до конца. Образ демона используется здесь по той простой причине, что лень – это еще один из грехов человеческих, которые делают нас ближе не к Богу, а к дьяволу. Карта также указывает на черных магов, колдунов, которые, взяв с людей деньги за свою работу, таковую не выполняют, а просто испаряются, а люди остаются обманутыми. 38-я карта «Ложа смерти».
Лунный свет освещает тело старой женщины, которая уснула вечным сном. Красота жизни, которую она жила, обратилась на ее постели в прекрасные цветы. Карта о том, что человек даже не догадывается, какой путь он преодолел в этой жизни и что сделал. Кверен склонен находиться в воспоминаниях о прошлом и не замечать прекрасного настоящего. Карта людей, находящихся в мнимой депрессии, апатии, рядом со светлыми картами это непроходящая любовь к родным и близким людям и хорошее наследие, то есть хорошие внуки, хорошие дети и так далее. Тут как бы больше нечего объяснять. 39-я карта, называется она «Галлюцинация». Два обеспокоенных монаха вывозят обезумевшего молодого человека из монастыря, который видит демона. И монахи, сослав все это на галлюцинации, думают, что молодой человек сошел с ума. Карта говорит о том, что человек увидел или услышал что-то, о чем не должен был слышать. Раскрыл чей-то подлый секрет, но люди, скрывавшие это, пытаются скорее избавиться от этого человека. Карта также может указывать о том, что человека не воспринимают всерьез, и о том, что у человека есть сверхспособности, и его принимают за сумасшедшего. И на сегодня последняя 40-я карта, называется она «Выход в свет». Дьявол гуляет по парку со своими дамами. В один миг ему не понравилось то, что говорит о нем одна из девушек, и он хватает ее за волосы. О чем эта карта? Кверент может состоять в созависимых отношениях, в отношениях, в которых присутствует абьюз, где мужчина многое себе позволяет. И встречается, допустим, не только с кверентом, но и с другими женщинами. Параллельно изменяет своей пассии. А дома устраивает ей необоснованный скандал на почве ревности, хотя сам ей изменяет. Карта может говорить о грамотном манипуляторе, преследователе и о жертве, которые согласны на такого рода отношения. Ну, сегодня, друзья мои, у нас с Милдред Пейн все. Ждите 5-й части. 5-я часть будет последней, и там мы разберем оставшиеся 12 карт. Я вас очень люблю, друзья мои. До новых встреч!